Я уже чувствую себя на колесе гораздо увереннее, прям на 100% уверенней. Единственное, я не знаю дороги. Так все хорошо. Что-то здесь народу никого нету. Но, по крайней мере, я высаживаю батарейку. Вы просили сделать полноценный обзор. То есть это будет как раз-таки, наверное, половина в городе, половина здесь, в страшном лесу. Единственное, что если какие-то маньяки меня будут преследовать, они меня не остановят. Я не умею тормозить нормально. Поэтому я все время быстро двигаюсь, быстро по парку, быстро. Я их запутываю, они ищут меня, но не могут никак найти. Всем привет, друзья! С вами я, Макс, и сегодня у меня отличная новость. Наконец-таки с утра позвонил курьер и привез мне мое новое моноколесо. Как вы уже догадались, те, кто следит за моим инстаграмом, в общем, телеграммом и всей фигней, это Biggood T4. Так что, друзья, налейте себе чашечку кофе, и мы потихоньку начнем его распаковывать. Я, наверное, сейчас его все-таки спущу вниз. Но оно, кстати, гораздо легче моего Inakim OXO. И для меня это офигительно важно. Я уже подготовил весы. И еще обязательно сделаю внизу тайм-коды для того, чтобы вы могли быстро перейти на нужную вам часть видео. И, естественно, следующее видео появится внизу в описании. Так что смотрите, наблюдайте, подписывайтесь обязательно. Вчера в попыхах, зная, что привезут его сегодня, сделал себе подставку. Кстати, смотрел в интернете, практически не нашел ни одного видео. Вспомнил, как я делал себе подводное крепление для камеры, для дайвинга. И решил сделать таким же путем. Крепление обошлось 400 рублей, даже чуть меньше 400 рублей. Так что тоже ссылочку вам брошу, сделаю отдельное видео. Сейчас, кстати, посмотрим, подойдет оно или нет. Делал специально по размерам для данного колеса. Так, что у нас тут есть? У нас идет сертификат на русском языке. Ну, написано... Сертификат на русском. Больше ничего на русском не написано. Так, и идет спецификация. Слушайте, изначально это 16-дюймовое колесо, но здесь написано 17 инчей. И, насколько я помню, оно весило, по-моему, не 30 килограмм, а тут написано 34. В общем, друзья, на всякий случай делаю все параметры вот здесь вот. То есть я вот эту бумажку скопирую, и сейчас вы видите перед собой на экране. Я думаю, есть смысл почитать, потому что она уже на английском языке. Много чего написано. Все размеры, все дела. И еще мы, естественно, все взвесим, все проверим и все померяем. Я даже рулетку приготовил. Так, что у нас идет дальше? Насос. Так, насос у нас выглядит вот таким вот образом. Здесь никаких зажимов, ничего не идет. В общем, выглядит он на самом деле похабненько. Я чувствую, что качать им будет достаточно нелегко. Вот такой Г-образный шестигранник. Так, вот это вот мне уже не нравится. Болтик. И еще какая-то хреновинка, видимо... Это отвалилось от насоса, видимо, какая-то маленькая штука. Не знаю, зачем она нужна. Вот она нарисована, да. Это, я так понимаю, зарядное устройство. Что у нас по зарядному устройству? Идет еще два вот таких вот запасных кольца. Я просто уже видел фотографию, мне продавец высылал. Там уже должны такие два кольца стоять. Это, видимо, демпферы, чтобы не было вот этого цоканья при подпрыгивании, да, получается, когда колесо уходит вниз, чтобы оно не билось. И, видимо, они ломаются, судя по тому, что положили второй комплект. Так, по вилкам. Обычная вилка и китайская вилка. Кстати, странно положил оба варианта. Так, сам зарядник. И еще идет два предохранителя.
Ну, зарядник, во-первых, он выглядит солидно, с вентиляцией. И плюс, почему я удивлен, потому что он легкий. Я видел его на фотографии, мне казалось, что эту бандуру в рюкзак не бросишь и с собой не повезешь. Но, честно вам сказать, он реально легкий. Кстати, взвесим, сколько он весит. Весит 1 килограмм. Сюда подключается розетка. Здесь, я так понимаю, всасывает воздух, а здесь его выдувает. Вот с этой стороны, видите, здесь то же самое. Сюда вставляется предохранитель. Здесь диод, который информирует вас. Если зеленый, значит заряжено, соответственно. Красное заряжается. И стандартный 5-пиновый джек. Он максимально поддерживает вроде как 6 ампер. То есть в теории изначально должен лежать 3-амперник один. И если ты хочешь быстро его заряжать, ты покупаешь второй 3-амперник, вставляешь 2 и получается на 6 ампер ты его заряжаешь. Если они уже кладут 5 ампер, то по идее ты больше ничего не докупишь. Соответственно, нахрена нужны 2 порта? Обязательно напишите, если вы в курсе. Подушки идут, здесь наклеено, что это 3М скотч, все дела. Но опять же таки, все в интернете пишут, что клеить на него не стоит и он отваливается. Вот, надеюсь, вам все видно, да? Но это явно ненормально. Тем более вот эта часть верхняя, она вообще не приклеивается, по сути. Вот эта вот часть, она тоже не приклеивается. На кой хер сюда клеить такой скотч, я не понимаю. В общем, вот это вот в помойку надо выкидывать, потому что оно не будет держать. Мне кажется, тут есть 2 варианта, которые можно сделать. Либо что-то в этом роде, я не знаю, я вам обязательно скажу потом, будет ли оно держать. Либо, ну, не знаю, клей-момент, может, или что-то в этом роде. Какой-нибудь прорезиненный клей, который будет на мягком держаться, так сказать. Знаете, вот момент есть, которым подошвы клеют. Мне кажется, вот это лучший вариант будет. По большому счету, 2 подушки в нормальном, можно сказать, состоянии. Па-бам! Слушайте. Красота! Та-дам! Я его покрутил, посмотрел, примерил подушки. С одной стороны рад, с другой стороны я что-то не особо рад, судя по его внешнему виду. Во-первых, у него есть достаточно много косяков по тому, что отвалилась краска. Она просто-напросто осыпалась. То есть вот эти кусочки здесь были буквально пару раз, я думаю, вот это вот все осыпется. Вот, видите, тоже начинает осыпаться кусок. Но, ребят, ну вот это же, ну, должно как-то регулироваться на фирме. Я не знаю, может быть, это первые какие-то экземпляры, но тогда нехер их продавать. Согласитесь? Скажу сразу, меня предупреждали, все зарубежные форумы писали, что по сути это конструктор, и Biggood делает достаточно хорошие колеса, неплохую внутрянку, но со сборкой они явно погорячились. Что касается дизайна, лично мне он очень нравится, вот скажу сразу. И сразу предупреждение, тоже очень много читал на форумах. Обязательно обновляем прошивку, не пробуя колесо. То есть пришли домой, активировали его, вам первое, что нужно, его включить. Если вы даже подключите его в приложение, он там будет перечеркнут, в общем, лог написано, и ничего у вас не поедет, не будет двигаться, не переживайте. Почему я это говорю? Я уверен, что половина людей в курсе всего этого дела, но есть люди, которые не знают, и, ну, естественно, когда ты купил такую хреновину дорогую, то и оно не едет никак, все перечеркнуто, и непонятно, что за лог. Как вы знаете, программа у Biggood кривая вся и косая, непонятно какой перевод. Показываю. Включили моноколесо, зажали кнопку рядом с включением, не отпускаем ее, нажимаем 5 раз кнопку включения. Он просигнализирует. После того, как он просигнализирован, вырубаем моноколесо, включаем его снова, и все. Моноколесо начинает работать, то есть транспортировочный режим отключен, можно им пользоваться. Так что про прошивку и отключение транспортировочного режима это скорее для людей, которые не в курсе, то есть покупают продукт и думают, что все на нем можно кататься и проблем никаких нет. А хрена, это Biggood. Проблемы быть должны, я так понимаю. Друзья, совсем недавно я вообще не мог на него забраться. Я вообще до этого ни разу не стоял на моноколесе. Давайте сейчас покажу, как все начиналось. Вы готовы? Поехали!
Слушайте, это какой-то пипец. Я думал, это гораздо легче. Сейчас я, если камеру не расхерачу, попробую на него встать. Вставать это полбеды. Я как поворачиваю направо, налево вообще сантиметра даже не поворачиваю. Не знаю, как это в принципе делать. Почему-то я хватаюсь за воздух, поворачиваю корпус, а эта махина все равно прет как прет. В общем, давайте тренироваться еще. Всего полчаса прошло, ну я уже по крайней мере встаю. В общем, я подустал что-то, если честно, но вроде как уже получается. Пока с поворотами без рук не могу никак. Ну, тут единственное, что могу сказать, что, естественно, просто практика нужна и все. На самом деле ничего сложного вроде нет. Хотя первые минут 20 ты думаешь, нахера я это купил? Если не будет каких-то экстренных моментов в плане дождей или еще чего-то, через пару дней, может быть недель или месяцев, я уже смогу обогнать свою 5-летнюю дочку на самокате. Зуб даю. Фух. Не, ну на самом деле, если серьезно, как бы вот как человек, который первый раз в жизни сел на моноколесо, я вам хочу сказать, что удобно однозначно. Нужно учиться, нужно тренироваться. Если у вас уже все нормально с этим, ну, если у вас вообще с балансом совсем все в порядке, то, я думаю, проблем у вас не возникнет точно. Я надеюсь, что через пару дней я уже это докажу. Опять же таки, да, если не будет дождя, вы видите, у нас погода просто terrible, ужас какой-то. Уже неделю льет дождь. Я вот тренируюсь, видите, где? Здесь достаточно мягкая поверхность, хоть и неровная. Но, по крайней мере, я еще пока ни разу не упал. Хотя заказал себе всю защиту. Имейте в виду, обязательно заказывайте. Она уже лежит в сдеке, надо будет сегодня забрать. Но сам факт, что все уже пришло. Но я думаю, с моей скоростью 5 км в час, катаясь вот по этому вот маленькому полю, я думаю, она не нужна. Но все равно лучше берегите себя в любом случае. Люди думают, что я умею ездить. Я на самом деле ездить не умею. Выглядит это вот так вот. Жесть. Как-то так все выглядело после второго дня тренировок. Единственное, хочу сказать очень хороший отзыв о продавце. Сейчас вы поймете, почему. Я даже могу не оставлять ссылку, если кому-то надо, я обязательно скину. Во-первых, продавец написал, когда я хотел сделать заказ, я у него, естественно, спросил, я говорю, когда ты мне отправишь? Оно вот появилось буквально вот-вот. Он мне говорит, Макс, такое дело, что он появится через 2-3 недели только у меня на складе, потом я смогу его отправить тебе, это еще как минимум месяц, то есть оно в конце сентября, в начале декабря придет. Я думаю, ладно, хрен с тобой, давай. Я заказываю.
И, наверное, вы уже видели мое видео про курс на Алиэкспрессе. В общем, получается так, что оно становится на 10 тысяч дешевле спустя неделю. Да, а я уже заказал. Я ему пишу, я говорю, друг, слушай, я говорю, вот так и так, а оно подешевело. Он говорит, у нас ничего не изменилось, цены остались те же. Говорит, вот смотри, в долларах все то же самое. Я смотрю, действительно то же самое. Я говорю, давай сделаем так. Я говорю, ты мне делаешь возврат, а я покупаю его заново. Просто я сэкономлю 10 тысяч. Он сказал, да не проблема, Макс, делай возврат. Я, говорю, тебе одно оставлю. Я делаю возврат, через день мне приходят деньги, я оплачиваю, экономлю 10 тысяч. Он мне первое колесо, которое у него появляется, отправляет. Причем до этого он мне скидывает все фотографии, как он его упаковал, что внутри, отправляет мне его. Постоянно мне писал, что оно находится там-то, не переживай, все нормально, оно придет. Потом, когда он узнал, видимо, первым число, когда оно придет, он сказал, оно придет 10 числа в Москву. Блин, я думаю, ну классно, спасибо тебе огромное, все дела. Оно приходит 10 числа реально в Москву, и мне набирают с фирмы, с какой-то вот транспортировочной, я не помню, как она называется, говорят, так и так, не оплачена доставка, не оплачены какие-то еще дела. Я говорю, а сколько нужно оплатить? Они говорят, что-то в районе там 2-3 тысяч. Я говорю, а я могу оплатить? Они говорят, нет, должен типа продавец, просто свяжитесь с ним. Я пишу ему, через час чувак мне отвечает, говорит, завтра все будет нормально, я уже оплатил, просто еще не дошло. Действительно, на следующий день все оплачено, мне звонит эта женщина с компании, говорит, 15 числа приезжайте, типа, ну, к вам приедет машина, спуститесь, заберете. Вот, пожалуйста, колесо находится у меня. Я считаю, что продавец прям вообще на 5 звезд отработал. Он на Алиэкспрессе. Ничего дополнительного я не оплачивал, только цену данного колеса. Купил я его в момент скидки, вот когда подешевел на 10 тысяч, за 120, по-моему, 7 тысяч. В общем, 120 копейками тысяч. Скажу сразу, на тот момент разница с мастером была порядка 50 тысяч. Даже больше, порядка 60 тысяч. Я считаю, что это достаточно существенная сумма. Причем хотел я купить мастер только из-за того, что у него была подвеска, хороший внешний вид, но мне не нужна была такая мощь. Ну, просто не нужна, даже не из-за размера. Ну, нахрена она нужна в городе? Вот честно вам скажу, я на самокате не езжу больше там 30-40 километров, и то 40 километров это ночью, когда никого нету. Я не люблю каких-то конфликтов с людьми. Я вообще считаю, что, да, я куплю этот мастер, который будет супер мощный, супер много батарейки, супер все, супер. Ну, куда я это все применю? Да, в городе это мне нахер не нужно. И поеду я пару раз, съезжу в лес, там, я не знаю, еще куда-то. Да, я почувствую, что это круто, но за это платить 60 тысяч, лично я считаю, что, наверное, не стоит. Возможно, я не прав, и, возможно, спустя 1,5 недели я вам скажу, что я дурак, буду его продавать и покупать мастер. Но пока мне внешне он очень понравился, он очень легкий, очень удобный, не занимает места в отличие от самокатов. Поверьте мне, у меня когда был начальный опыт с обзорами самокатов, я еще жил на другой квартире, возможно, вы все эти обзоры и видели, если следите за моим каналом. Я жил на 4-м этаже без лифта, зараза, и когда мне приносили эти Халтоны огромные, я просто заколебался их поднимать. Даже если у тебя маленький самокат, все равно до 4-го этажа дойти, держа его в руке, поверьте мне, это не очень удобно. Я его оставлял в машине, чтобы спуститься, открыть машину, достать самокат, чтобы его не тащить наверх. Но заряжать-то его надо, в любом случае ты его тащишь. Даже на этой квартире у меня находится лифт. Туда влезает самокат без проблем. Там 5 лесенок, по которым тебе нужно подняться. И у меня был Inakim OXO. Его очень неудобно брать. В общем, вот этот геморрой с подъемом, каждый день спуск и подъем, блин, но это реально неудобно. То есть, понятное дело, что один раз поднял, проблем нет. Плюс у меня еще проблема со спиной, поэтому я решил, что мне надо обязательно с подвеской. Ладно, что-то я уже, наверное, вас достал. Итак, по косякам. Весь облазит, краска скалывается, ну, по крайней мере, визуально. Естественно, ты вот так вот, когда посмотришь на него, наверное, вы сейчас видите, каких-то проблем нет, все здорово, выглядит классно. Педали неудобные. Как все говорят, надо их обязательно менять. Может, у меня еще такое впечатление сейчас, но видите, куча листьев, и они, зараза, прилипают к подножкам, и они пипецкие скользкие. Я все время думал, нахера докупать за 13 тысяч какие-то подножки,
Когда эти, в принципе, нормально встаешь, вроде удобно. То ли у меня кроссовки такие убогие, то ли... то ли правда листья, то ли, знаете, как хорошему, плохому танцору яйца мешают, может из-за этого. Все варианты возможны, но что-то как-то ноги все равно соскальзывают. Поехали дальше. Наверное, они решили сэкономить. Все-таки сколько они стоят сейчас, по-моему, валишки где-то в районе 13 тысяч. Педали, я имею в виду. Дальше. Ну, объясните мне, нормальному человеку, почему надо было экономить вот на этой подставке. Я узнал это буквально не так давно. Я был уверен, что она идет такая же, как на мастере. Ну, то есть на двух болтах. Да, она там гнется, когда он падает. Ну, хрен с ним, его можно поставить. Но это же вообще геморрой неудобный. Я не понимаю, почему так сделали. Так, вот что я придумал. Я вырезал из куска алюминия вот такую вот штуку. Она закрывает заодно и колесо, то есть работает как брызговик и плюс работает как ножка. Сзади я сделал вот такую вот трубу, то есть за нее можно брать. Очень удобно, кстати, класть в машину. И мне кажется, нужно будет еще вот сюда вот сделать ручку спереди, чтобы можно было хвататься. Должно быть очень удобно. По крайней мере, вот это вот защищает еще и от брызг. Можно ставить без проблем. Ставим вот так, хоп. Она причем достаточно устойчиво стоит, то есть мне очень нравится. Дальше у нас идет брызговик, который, ну, судя по внешнему виду и отзывам на форумах, ни хрена не помогает, то есть ты будешь весь грязный. Сейчас, кстати, да, идет дождик. Хочу вам сказать, что я абсолютно чистый. Вот смотрите сами. Ноги и попа, все остальное чистое. Так что, я не знаю, то ли спасает мой брызговик, который я сделал, ну, типа ручка моя, либо, я не знаю, тот, который встроенный. Дождик идет сейчас достаточно, ну, не сильный, но противный достаточно. Так что смотрите. Могу однозначно сказать, тест на водозащиту он прошел. Сейчас, смотрите, у меня одно деление 36 километров, почти 37. Мне кажется, защита работает достаточно неплохо. Дождь идет сильный. Кататься под дождем я не намерен, но пришлось ехать минут 10-15. Он держится на двух болтиках, он регулируется вверх-вниз. То есть эти два болтика откручиваешь, идешь в магазин, покупаешь что-то интересное от велосипеда, отрезаешь по нужной длине, побольше, поудобнее, наверное. Я так думаю, что я это сделаю в ближайшее время. Так что, если вам интересно, если мне все это дело понравится, скорее всего, со временем я буду все улучшать, выкладывать какие-то шорты, что я сделал, что поменял. Вы меня будете спрашивать под этим, под следующим видео, как колесо, что сломалось, что отвалилось. Я обязательно вам все это дело отвечу. В общем, постараюсь. Смотрите, даже в сложном состоянии, слышите, да, как это все болтается? Даже слышно все это. Когда вы открыли, вообще ощущение, что сейчас там что-то отвалится. Лично мне при росте 175, скажу сразу, возить его очень удобно. Я только что попробовал. Звук, конечно, от него страшный. Смотрите, сейчас спрыгнет вот с этого поребрика. Как будто ты мелочь все выложил. По сравнению с самокатом. Не, ну самокат, когда спускаешь, ты тоже держишь на тормозах, поэтому не особо напряжно. Тут чуть-чуть, конечно, по-другому ощущение, но в общем, очень легко. Я думаю, самокатчики меня поймут однозначно. Смотрите, какой кайф. Лифт малюсенький,
Заехали, поставили, можете развернуться 25 раз, можете выехать. В общем, все, что хотите, можно делать. Это же идеальный вариант. Я такой кайф ловлю. Раньше я заходил, пытался поставить одно колесо сюда, второе, чтоб сюда стояло. В общем, сам стоял вот так вот. А если еще народ, в общем, это ужас. А тут, смотрите, какая прелесть. Все очень удобно, все влазит. Я не знаю, возможно, кому-то это не нравится, возможно, кому-то неудобно. Мне понравилось. Вот прям реально удобно. Особенно, повторяюсь, особенно после самоката. Когда ты приезжаешь к магазину, ты должен самокат либо пристегнуть, либо взять с собой. В магазин это надо куда-то по лестнице подняться. Сразу скажу, за вот эту ручку поднимать не стоит. Я тут попытался вот сейчас поднять его. В общем, она как-то кряхтит, она не отваливается, ничего нету. Сейчас мы ее, кстати, разберем, посмотрим, что внутри. Но мне кажется, что там ничего хорошего нет. Ну, как-то так выглядит ручка. Ладно, тут смотреть не на что. Под ней идет зарядное устройство, то есть 2 джека идет. Закрыто такой достаточно плотной резинкой. Но, на мой взгляд, если бы они были бы нормальные люди, уже положив мощный достаточно зарядник, который ее вроде как быстро заряжает, по крайней мере, он был разряжен на 70%, где-то за час он дозарядился. Ну, может быть, чуть больше, чем час. Смотрите, вот что хотел еще показать. Видите, вот эту крышку, вот 2 входа. То есть, ну, понятно, лучше бы был USB. Вот здесь вот эта резиновая хрень, она обратно, сука, не залазит. Я не знаю, как его закрыть так, чтобы в него не попала влага. То есть, я все зарядил, а закрыть я не могу. Вот его надо прям засовывать. Во, закрылось первый раз. В общем, как-то выглядит это похабно, и лучше бы вместо второго порта, по-моему, вставили либо Type-C, либо обычный USB, чтобы можно было, ну, я не знаю, мало ли у вас разрядится телефон, ты едешь в метро с ним, он стоит у тебя между ног, и ты заряжаешь телефон. Почему бы нет? Вполне возможно. Что касаемо освещения, давайте я вот попробую. Так, чтобы вам удобно было. Во, наверное, вы увидите. Черная стена. Мигающий вариант, без света и со светом. Скажу сразу, если ты разгоняешься, свет становится ярче. Я не знаю, заметно это на видео. Видите, тускнеет, разгоняешь, светлеет. В полной темноте в лесу выглядит это вот таким вот образом. Ну, он каким-то пучком бьет, если честно. Хотелось бы, наверное, чуть-чуть пошире, но, по крайней мере, если ехать километров 15-20, то все хорошо. Скорость на весу 79 километров. Честно говоря, я не понимаю, зачем она в принципе нужна. Мне кажется, это какой-то маразм. Дальше. Смотрите, здесь есть пустые места, то есть что-то можно прикрутить. Снизу 2 крепления, явно сделанные под ту же самую ножку, которую они не положили сверху. Плюс я видел, что ребята вот с этой стороны очень классную штуку делают. Ручку, как у Шермана, да, по-моему. И вот в V13 у нового вот здесь вот 2 ручки. Здесь получается 1 ручка и вот эта вот штука, подставка. То есть ты его можешь брать без проблем, очень удобно. Погрузить в машину, еще куда-то. Очень классная штука. Продает какой-то чувак, он сам, видимо, делает. Сейчас вы видите ее вот здесь вот на экране, как выглядит вот эта ручка. Ну, ножка выглядит, я не буду показывать, она как и в обычном мастере. Что еще я нашел на форумах? На форумах было написано, что уже некоторым положили эти ножки. Не знаю, возможно, в дальнейшем их будут класть, пока я не видел. Смотрите, дальше что я нашел. Это прикручено, эти 2 прикручены, а вот это вот болтается, причем дико. Здесь просто-напросто винт прикручен просто криво. Все остальное закручено, то есть вот эти 3 болта закручены. Один, видимо, они так, фигак, оно пошло криво, туго, думаю, хер с ним оставим. Вот такое ощущение по сборке. Только открыл, колесо новое. Ну смотрите, они прикручивали болт, и они, я не знаю, блядь, что они сделали. Они просто идиоты какие-то, вот сейчас слово.
Я думал, что у меня фара не регулируется? Ну вот как так можно прикручивать? А вот что за отношение к людям? Вот объясните мне. Это вот то, что получилось с резьбой после того, как я открутил фонарь. Фонарь, кстати, нормально держится, его можно прицепить. Но как-то все выглядит очень неуклюже. Ну что, давайте посмотрим, сколько он в реале весит. Так, берем весы. Вот как его брать? Вот объясните мне. За ту ручку брать нельзя. За подвеску вот здесь снизу и за фонарь получается. Даже 37 со всеми накладками, в общем, совсем барахлом, которое на нем накручено. Он реально не ощущается таким тяжелым. На самой резине написано 16×3. Про мощность колеса в 2,5 киловатта номиналом я вообще молчу. Продавить я его не смог ни при каких усилиях. И даже после 73 километров пробега на одном заряде оно тащит меня в гору вообще элементарно. С учетом того, что я вешу в районе 90 килограмм. Что касается подкачки, подвески и самого колеса, мне кажется, что это все индивидуально. Во-первых, по какой поверхности ты будешь ездить, сколько ты сам весишь и как вообще ты катаешься. Так что каждый будет настраивать под себя. Давайте распакуем насос как раз таки на такой защелке, как, ну, грубо говоря, как в машине, а не вот на этой вертушке, которая реально, мне кажется, вообще неудобная. Слушайте, до 150 вообще делать нечего. 150. Это получается у нас 12 бар сейчас. Сейчас по 200. Пси. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. Спустя 50 километров пробега я вам могу сказать абсолютно честно, что более мягкой езды ни на одном самокате я на 100% не испытывал. То есть это настолько плавно и настолько удобно. Да, очень тяжело научиться, ну не тяжело, как бы, да, нужно какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. Я еще не до конца привык, причем далеко не до конца, но меня это уже не напрягает и уже начинается такой чистый кайф. Поехали! Ход подвески от резинки до нижней резинки, ну по сути получается 70 миллиметров. Ну как-то так, да. Больше он не поднимается, это максимально. Если убрать нижнюю проставку, то по сути получится 70, 80, 90, ну почти 100. Визуально вот это вот полный пиздец. У меня других слов нет. По бокам торчат провода белого собака света. Бегут, ну твою ж мать, ну почему не черного? Я не понимаю, почему? Все колесо черное, это белое. Я заказал вот эти намотки, которые на самокаты, я думаю, все знают, на дуалтронах стоят. В общем, все провода замотаны в черный цвет. Можно подобрать под себя и все это дело замотать. Пока все это дело идет, будем ездить так. В машине это занимает достаточно мало места, опять же таки по сравнению с самокатом, который занял бы пол багажника. То есть его можно нормально, аккуратно положить в угол и поставить еще какие-то сумки, либо еще положить такое же колесо как минимум. Да мне кажется, оно даже на заднее сиденье влезет в ноги. Прошло практически 2 недели, за которые я успел научиться на нем кататься. Увидел его все косяки, сделал замечательную ножку, подножку. В общем, что я только с ним не делал, чтобы снять нормальный полноценный обзор. Давайте сделаем небольшое заключение.
Первое. Поменял бы я сейчас самокат на моноколесо. Однозначно, 100%, да, даже без всяких. Если кому-то интересно, я сниму отдельный ролик и расскажу полностью, почему, от чего, как, зачем. В общем, почему стоит поменять свой самокат на моноколесо. И я думаю, что убедить будет очень просто людей. Прям очень просто. Дальше. Что касается качества сборки. Смотрите, за эти 2 недели у меня покоцались все педали. Причем они покоцались не только из-за того, что я там царапался или еще что-то, а тупо отвалилась краска. В общем, педали мне не понравились. Что касается подвески, ничего не спустило. Воздух как был 200, так и остался. В общем, все отлично. Ничего не заскрипело, ничего не отвалилось, ничего, в общем... Все идеально, но это пока. Тут практически 100 километров пробег. Дальше. Ручка, которая ужасно трясется, ужасно болтается, она выдержала практически все. Да, я за нее не носил, но она достаточно прочная, хотя выглядит ужасно хлипко. Я бы не стал вот так вот его тюрять, но помогать себе по лестнице однозначно стоит. Дальше. Что бы я сделал на 100%? Это поставил вот сюда вперед ручку. Однозначно, потому что вот это все отвалится. Здесь у меня отлетел болт, не знаю, когда это было, хотя я его поставил на фиксатор, не знаю почему. В общем, он отвалился. Дальше, ручку бы поставил здесь. Вот эта моя ручка очень удобная, очень классная. Я себя не перехваливаю, действительно так, но она все время грязная, поэтому пользоваться ей нельзя. Я бы поставил еще вот сюда одну ручку. Что касается максимальной скорости. Друзья, я лично разгонялся на нем 40 км в час. Идет он как вкопанный. Мне кажется, если еще наклониться, он пойдет еще быстрее. И причем основательно быстрее. Не знаю, что будет с воблингом. Будет ли он появляться. Или, может быть, я поставил уже ту прошивку, которая без этих всех недостатков. Я не знаю, потому что там хрен поймешь по прошивкам. Там T4 версия 1, T4, T4 HB, по-моему. В общем, хрен знает что. Какая стоит у тебя, ты не поймешь. В общем, приложение наижутчайшее, на мой взгляд. Но 40 километров, блин, с моими запросами это выше крыши. То есть для города это просто супер. Самый главный вопрос, что касается пробега. Итак, мой вес в районе 87 килограмм. Ездил я со скоростью 20, 25, 30 километров. Километров 20, наверное... 20 или 30 я проехал по бездорожью, все остальное в городе, то есть это остановился на светофоре, разогнался, где-то объехал ночью с включенным светом. В общем, использовал, как используют, я думаю, все нормальные люди, то есть по полной программе. Я не пытался ничего сэкономить, не пытался ничего сделать. Давайте посмотрим небольшие видео, когда у меня исчезали деления. Я думаю, будет более понятно. Смотрим. Так, смотрите, наверное, видно, первое деление у меня ушло на 23 километрах. Сейчас, смотрите, у меня одно деление 36 километров, почти 37. Ушло второе деление на 49,6. Я сейчас еду, у меня уже одно деление, вот только что перескочило. Нет, опять 2. Но оно, видимо, я когда разгоняюсь, я сейчас притормозил. 79 километров, осталось одно деление. Давайте сейчас я подключусь вот к этому убогому приложению от Bgood. Как оно пишет, сейчас у меня 20% зарядки. Да, вы видите, и способен он проехать типа 21 километр. Что касаемо экрана, у меня ровно 90 километров и одно деление осталось. По ощущениям езды, то есть я уже сегодня, уже сколько времени? 2 часа ночи, я вам клянусь, пытался его... исхлестать да нельзя. Ехал я, потому что был, реально на улице темно. И ехал я где-то со скоростью 20 км в час. Я не стал разгоняться больше, чтобы проверять, будет там что-то проваливаться, не будет. Потому что это мой первый опыт с колесом, поэтому падать я не намерен. Как заявляет приложение, 21 километр еще можно проехать. Честно вам скажу, я периодически открывал приложение и смотрел, когда уходило деление.
Мне кажется, что десятку, если не рвать, не ездить по бездорожью, он еще проедет. То есть сотку он с моим весом проезжает, наверное, процентов 99. Ну, то есть 90 километров он проезжает на 100%, но мне кажется, что сотку он проедет. Я не хочу там брызгать слюной или что-то говорить. Наверняка 90% моноколес, которые, ну, плюс-минус по такой цене будут ехать так же. Что касается моей двойной спины и подвески, я очень доволен, все очень мягко. То есть я думал, что там спрыгнуть с лестницы или с бордюра, или там вот с такого вот, я не знаю, мы сегодня со сцены с какой-то прыгали, это прям вообще будет удар. Оказалось, что это просто хлеб, и все, ты как бы, ну да, ты чувствуешь какой-то удар, с учетом того, что у меня проблемы с позвонком, у меня ничего не болит, ну, кроме ног. Синяков на ногах, да, к сожалению, от этого я пока еще не ушел. Про подушки. Они прошли вот 90 километров, ничего не отвалилось. Я приклеил двойным скотчем, не тем, который входит в комплект, а какой-то купил, я даже не знаю, там нет ни названия, ничего, просто он реально очень липкий, и то есть он прилепился, дай бог, ни разу не отвалилось, даже там по бездорожью проблем не было. Давайте сейчас посмотрим небольшой двухминутный динамичный ролик про все мои приключения на данном колесе. Поехали! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. I agree, but you did and I hate her. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, no, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with a chaser. Your voice starts feeling like a waiter. Scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away? You better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Огромное тебе спасибо, что досмотрел данное видео до конца. Надеюсь на комментарий. Огромное тебе спасибо, что досмотрел данное видео до конца. Я надеюсь, что комментарий это видео обязательно заслужило. Не знаю, хороший и плохой, уже решать тебе. Если вы поставите лайки, подпишитесь на мой телеграм, огромнейшее вам спасибо. И не забывайте писать какие-то вопросы под видео. Я с удовольствием в ближайшее время буду снимать какие-то шортсы, если будет позволять погода, естественно, отвечать на какие-то вопросы. Если все-таки мне придут какие-то запчасти, я сейчас заказал, я доделаю ручки, постараюсь снять маленький ролик о том, как все это делалось, и чтобы вам было проще, возможно, вы сами сделаете это дома. Так что, друзья,
Огромное спасибо, что были все это время со мной. С вами был я, Макс, и это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока!